Казахстан – одна из самых больших стран в мире. Здесь есть пустыни, степи, горы и леса. Но за этими пейзажами скрывается дикая природа, о которой многие даже не подозревают. Птицы, преодолевающие тысячи километров, и животные, способные выживать там, где не выживает почти никто. Сегодня мы покажем 10 диких животных Казахстана, которые по-настоящему удивляют. Он видит добычу за километры и падает с неба со скоростью больше 200 км в час. Это беркут, один из самых мощных хищников неба Казахстана. Размах его крыльев превышает 2 метра. Он может часами парить над степями и горами, почти не двигаясь, высматривая добычу с высоты. Зрение беркута в несколько раз острее человеческого. С высоты он замечает даже малейшее движение на земле. И в следующую секунду стремительный бросок вниз. Во время атаки беркут использует не клюв, а удар мощными когтями. Такой захват способен мгновенно убить добычу. Он охотится на зайцев, лис и грызунов. Может унести в воздух добычу весом несколько килограммов. Каждая пара занимает огромную территорию, десятки километров степей и гор, и защищает ее от других хищников. Беркуты создают пары на долгие годы, а иногда и на всю жизнь. Они строят огромные гнезда на скалах или деревьях и используют их годами, постоянно достраивая. В Казахстане беркут не просто хищник, это символ силы, свободы и степной культуры. Уже тысячи лет люди приручают беркутов для охоты. Традиция беркучи жива до сих пор. Человек и птица работают вместе. Беркут – вершина воздушного хищничества. Но даже в этой природе есть хищники, о которых знают гораздо меньше. Он способен подпрыгнуть на 3 метра и сбить птицу прямо в полете. Это каракал, одна из самых скрытных диких кошек Казахстана. Его имя переводится как «черное ухо». Черные кисточки на ушах помогают ему улавливать звуки и сигналы других животных, а также используются в коммуникации с сородичами. Несмотря на внешнее сходство с рысью, каракал относится к отдельной ветви кошачьих и генетически ближе к пуме. Каракал быстрый и сильный хищник. Он охотится в основном ночью, подкрадываясь к добыче в полной тишине. Его атака – это резкий рывок и мощный прыжок. За долю секунды он может взлететь вверх и сбить птицу прямо в воздухе.
Иногда каракал способен сбить несколько птиц подряд, если стая взлетает низко над землей. В его рацион входят грызуны, птицы, зайцы и даже небольшие копытные животные. Каракал прекрасно приспособлен к жизни в пустыне. Нижняя часть его лап покрыта жесткими волосами, которые защищают его от горячего песка и помогают двигаться бесшумно. Он может долго обходиться без воды, получая влагу из добычи, что критически важно в засушливых регионах. Каракалы живут поодиночке и занимают большие охотничьи территории, которые метят и защищают от других самцов. В Казахстане этот вид встречается редко и остается малоизученным, потому что ведет скрытый образ жизни и избегает человека. Каракал – хищник, которого почти никто не видит, но в степях есть зверь еще более необычный. Этот зверек выглядит как игрушка, но у него есть оружие, от которого спасаются даже хищники. Это перевязка, один из самых необычных хищников степей Казахстана. Она небольшая, но ее сразу можно узнать по яркой контрастной окраске. Пятна и полосы делают ее заметной на первый взгляд, но на фоне сухой травы и земли такая окраска наоборот работает, как маскировка. Перевязка относится к семейству куньих, родственница хорьков, ласок и барсуков. У нее вытянутое тело, короткие лапы и длинный пушистый хвост, который играет роль в защите. Этот зверек ведет преимущественно ночной и сумеречный образ жизни и почти не попадается на глаза человеку. Днем перевязка прячется в норах. Иногда она выкапывает их сама, но чаще использует брошенные убежища сусликов или других грызунов. Основу ее рациона составляют мелкие животные – суслики, мыши, полевки, ящерицы и крупные насекомые. Но самая необычная особенность перевязки – это ее защита. При опасности зверек выгибает спину, поднимает хвост и принимает угрожающую позу, одновременно издавая резкий запах из анальных желез. Этот запах настолько сильный, что способен отпугнуть даже более крупных хищников. Несмотря на небольшой размер, перевязка играет важную роль в степной экосистеме. Она регулирует численность грызунов и влияет на баланс пищевых цепей. В Казахстане этот вид встречается редко и занесен в Красную книгу. Перевязка – хищник, которого почти невозможно заметить, но в степях есть зверь, которого вы точно видели. На первый взгляд обычная лиса, но этот хищник умеет выживать там, где другие не смогут. Это корсак – степная лисица, обитающая в открытых и суровых ландшафтах Казахстана. Он меньше привычной рыжей лисы, его тело легче, а ноги длиннее. Это помогает быстро передвигаться по равнинам, полупустыням и сухим степям. Корсак предпочитает открытые пространства с редкой растительностью и мягкими почвами. Днем корсак прячется, а на охоту выходит в сумерках и ночью. Он подкрадывается к добыче тихо и осторожно, резко бросаясь в последний момент.
основу его рациона составляют грызуны, полевые мыши, суслики и полевки. Также он может ловить ящериц, насекомых и небольших птиц. Зимой мех корсака становится более густым и светлым, защищая от ветра и холода открытых степей. Корсаки могут жить как поодиночке, так и образовывать пары в период размножения. Этот вид играет важную роль в экосистеме, сдерживая рост численности мелких животных. Но сам корсак тоже является добычей для более крупных хищников и хищных птиц. В некоторых регионах численность корсаков снижается из-за деятельности человека и изменения среды обитания. Он спит почти полгода и просыпается, чтобы снова изменить степь. Это тарбаган, крупный степной сурок, один из самых заметных грызунов Центральной Азии. Длина его тела почти достигает 60 сантиметров, а вес 7-8 килограммов. Плотное тело и густой мех помогают ему переносить суровые условия степи. Тарбаганы живут колониями, образуя сложные социальные группы. Каждая семья использует целую систему нор, основные зимние убежища и множество временных выходов на случай опасности. Зиму тарбаганы проводят в спячке, которая может длиться до 6 месяцев. В это время их температура тела снижается, замедляется дыхание и обмен веществ. В норах животные лежат тесно друг к другу, сохраняя тепло и повышая шансы на выживание. Весной колония оживает, сурки выходят на поверхность, кормятся травами и активно укрепляют свои убежища. У тарбаганов есть система предупреждения об опасности. Один из животных подает резкий свист, и вся колония мгновенно скрывается под землей. Перекапывая почву, тарбаганы перемешивают слои земли, влияют на рост растений и создают условия для других видов. Они являются важным звеном экосистемы и служат добычей для хищников. Однако у тарбаганов есть особенность, которая требует осторожности. В природных очагах они могут быть носителями возбудителя чумы, поэтому контакт с ними ограничен. В прошлом тарбаганы были объектом активного промысла, что привело к снижению их численности. Сегодня этот вид охраняется, а его роль в природе изучается учеными. Тарбаган формирует жизнь под землей, но на поверхности степей есть животные, которые проходят десятки километров каждый день. Они могут бежать быстрее 70 км в час и не останавливаться десятки километров. Это куланы, дикие ослы Азии, обитатели пустынь и полупустынь Казахстана. В их облике сочетаются черты лошади и осла, крупная голова, длинные уши, стройное тело и сильные выносливые ноги. Куланы – одни из самых быстрых копытных региона.
Они способны развивать скорость до 70-80 км в час и долго удерживать ее, уходя от хищников. Эти животные живут стадами. Во главе группы стоит косячный жеребец, который контролирует территорию и защищает самок. В период размножения самцы вступают в жесткие поединки, пытаясь вытеснить соперника и занять его место в стаде. Жеребята появляются на свет после длительной беременности и уже через несколько часов могут следовать за матерью. Куланы прекрасно приспособлены к жизни в засушливых условиях. Они могут обходиться без воды несколько дней и питаться грубой пустынной растительностью. В отличие от домашних лошадей, они способны пить даже соленую воду из природных источников. Когда-то куланы полностью исчезли с территории Казахстана из-за охоты и освоения земель. Но благодаря усилиям людей их удалось вернуть в национальный парк Алтын-Эмель. Сегодня эти быстрые и выносливые животные снова бегут по степям и пустыням страны, восстанавливая свои исторические территории. Куланы возвращаются в дикую природу, но рядом с ними живут еще более легкие и осторожные антилопы. Легкие, быстрые и почти невесомые, они исчезают из виду за считанные секунды. Это джейраны, одни из самых грациозных антилоп Центральной Азии. Их тело легкое и стройное, длина достигает около метра, а вес от 20 до 35 килограммов. Самцы украшены изогнутыми лировидными рогами, а у самок рога почти отсутствуют. Джейраны передвигаются быстрым упругим бегом, резко меняя направление и уходя от опасности. Во время движения они демонстрируют светлое пятно на задней части тела. Это визуальный сигнал для стада, помогающий держаться вместе и ориентироваться при бегстве. Эти антилопы живут группами, а в холодное время года могут объединяться в крупные стада. Джейраны постоянно находятся настороже. У них отлично развиты зрение и слух, поэтому они быстро реагируют на любые изменения в окружающей среде. Также они прекрасно приспособлены к жизни в засушливых районах. Джейраны могут долго обходиться без воды, получая влагу из растений, которыми питаются. Основу их рациона составляют травы и кустарники пустынь и полупустынь. В прошлом численность джейранов резко сократилась из-за браконьерства и разрушения среды обитания. Сегодня этот вид находится под охраной. Крупнейшие популяции сохраняются в национальных парках, таких как Алтын-Эмель. Но по пути их миграции остается серьезная угроза – колючая проволока и другие искусственные барьеры, которые мешают животным свободно перемещаться. Джейран – символ грации пустыни и степей Казахстана. В отличие от своего белого родственника, этого аиста почти невозможно увидеть. Это черный аист, одна из самых скрытных птиц Казахстана. Это крупная птица, длина ее тела достигает 1 метра, а размах крыльев превышает 1,5 метра. Его оперение почти полностью черное, но на солнце оно отливает зеленым и пурпурным цветом.
Клюв и ноги у взрослой птицы ярко-красные. Черные аисты избегают людей и выбирают для жизни тихие, труднодоступные места, старые леса, заболоченные участки и укрытые берега рек. В отличие от белых аистов, они не селятся рядом с поселениями и редко попадаются на глаза. Черный аист охотится на мелководье. Он медленно идет по воде, высматривая добычу и реагируя на малейшие движения. В его рацион входит рыба, земноводные, насекомые и мелкие водные животные. Эти птицы образуют пары на долгие годы. Они строят большие гнезда высоко на деревьях или на скалах и используют их много сезонов подряд. Самка и самец поочередно насиживают яйца и вместе заботятся о потомстве. Каждый год черные аисты совершают дальние миграции. Они пролетают 1000 километров, зимуют в Африке и Южной Азии и затем возвращаются обратно. Этот вид считается редким и занесен в Красную книгу в ряде стран, включая Казахстан. Поэтому увидеть черного аиста в дикой природе – настоящая удача. Она весит меньше 3 килограммов, но выживает там, где почти нет жизни. Барханная кошка – один из самых скрытных хищников пустынь Казахстана. Это одна из самых маленьких диких кошек в мире. Длина ее тела вместе с хвостом редко превышает 90 сантиметров, а высота в холке всего около 25 сантиметров. Ее песочный окрас почти полностью сливается с окружающим ландшафтом, делая ее незаметной на фоне барханов и сухих равнин. Главная особенность барханной кошки – ее лапы, подушечки покрыты густой шерстью, которая защищает от раскаленного песка и позволяет двигаться почти бесшумно. Благодаря этому она может подкрадываться к добыче на очень близкое расстояние. Барханная кошка ведет ночной образ жизни. Днем она прячется в норах, трещинах или под кустарниками, а с наступлением темноты выходит на охоту. Ее добыча – грызуны, птицы, ящерицы и даже змеи. Она действует быстро и точно, используя внезапность и отличное ночное зрение. Как и многие обитатели пустынь, барханная кошка может обходиться без воды неделями, получая влагу из пищи. Этот вид встречается редко и остается малоизученным из-за скрытого образа жизни. На его численность влияют суровые зимы, изменение климата и деятельность человека. Барханная кошка – тихий хищник пустыни, но которая продолжает жить рядом с нами. И это напоминание о том, насколько удивительна и хрупка дикая природа Казахстана. Казахстан – это не только города и дороги. Это огромный мир дикой природы. Мир, в котором каждое животное играет свою важную роль. От мощного беркута в небе до крошечной барханной кошки в пустыне. Все они часть одной экосистемы. Сохраняя природу, мы сохраняем и этот уникальный мир. Если вам было интересно, поддержите видео лайком и подпиской. И напишите в комментариях, какое животное удивило вас больше всего.